При этом все становится нереальным. Маячит где-то вдали. Все лишь копии. Копии, копии. В философии существует концепция, согласно которой все происходящее в мире, включая ход истории человеческой жизни, предопределено. У каждого действия есть своя причина. В свою очередь у этой причины имеется своя собственная причина. И так до первопричины всего. Такой взгляд называется детерминизмом. На этой основе определяется понимание свободы воли и в том числе делается вывод, согласно которому для выбора и личной ответственности людей по естеству нет места. Но если все события предопределены причинно-следственной связью, то откуда взялась первопричина всего, если для ее появления тоже нужна причина? Если предположить, что причинно-следственная связь недействительна, а все, что имеет место быть в мире, случайности, то фундаментальные законы природы имеют вероятностный характер. Это индетерминизм. Но тут мы натыкаемся на интересный момент насчет случайностей. Генерация компьютером случайных чисел – это процесс, который с помощью генератора случайных чисел генерирует последовательность чисел или символов, которые невозможно предсказать. Однако для выдачи так называемого случайного числа наш компьютер имеет под собой сложные алгоритмы, которые предполагают случайность. Как пример, сайты по генерации чисел используют датчики погоды, чтобы подобрать случайное число. То есть само число на самом деле находится где-то в мире. Это означает, что конкретная последовательность результатов все же будет иметь определенные закономерности. По сути, то, что делает компьютер, это попытка максимально завуалировать закономерность по случайное число. Человек, в свою очередь, в повседневной жизни не замечает и не воспринимает собранные, а после выданные компьютером данные как закономерность, и вследствие недостаточного количества знаний будет считать это за случайность. С точки зрения физики и математики, случайность означает отсутствие предсказуемости в поведении системы. В классической физике, например, в законах Ньютона, все подчиняется определенным законам. И если мы знаем все начальные условия, то можем точно предсказать будущее. Одним из популяризаторов этой идеи является французский физик и математик Пьер Симон Лаплас, который в 1814 году предложил мысленный эксперимент, получивший впоследствии название «Демон Лапласа». В этом мысленном эксперименте гипотетический демон обладает идеальными знаниями о положении и скорости всех частиц во Вселенной. Если такие знания возможны, то по идее демон может рассчитать все будущее и точно узнать все, что было в прошлом. Ничего случайного или неопределенного в таком мире для демона не существовало бы. Зная исходные условия, можно определить все, что когда-либо произойдет. Однако раздел физики, изучающий субатомные частицы, а именно квантовая механика, утверждает обратное. Предполагается, что события на микроскопическом уровне, например, распад радиоактивных атомов или поведение фотонов, действительно могут быть случайными. Некоторые интерпретации квантовой механики предполагают, что в мире существует настоящая случайность. Например, мы не можем с точностью предсказать, когда распадется радиоактивный атом, мы можем только оценить вероятность. Тут мы снова натыкаемся на интересный момент. К примеру, с помощью математики мы можем рассчитать вероятность выпадения определенной стороны игрального кубика. Но проблема в том, что мы не можем предсказать это на 100%. Может статься, что сторона шестерки не выпадет еще 1000 лет. По Платону, математика полностью существует у нас в голове, а числа и все операции с ними существуют в мире идей. Математика придумана как костыль и способна дать определенные ответы до тех пор, пока человек успевает проследить то, что познает, и дать этому выдуманное, но, как ему кажется, наиболее логическое объяснение. К чему я веду? Выпадение шестерки на игральном кубике на самом деле обусловлено множеством закономерных факторов, которые вместе определяют конечный результат. Здесь важны сила и угол броска, начальная ориентация кубика, сопротивление воздуха и трение при касании с землей. Даже такие мелочи, как то, потные ли были у вас руки в момент броска. Но люди вследствие своей ограниченности не способны проследить все эти закономерности и называют выпадение шестерки на игральном кубике случайностью. В таком случае, случайные события лишь кажутся таковыми из-за недостатка информации. Исходя из этого можно предположить, что хаоса как такового не существует. Когда человек может что-то проследить, он уже мысленно ощущает контроль и порядок. Но явления, которые человек не способен в моменте отследить и воспринять, как закономерность выпадения определенной стороны кубика, называются хаосом. Во Вселенной одновременно царят и порядок, и хаос. Хаос и порядок являются субъективными, их не существует. Хаос и порядок – продукт нашего разума.
В нашем современном мире может показаться, что наука заняла место Бога, но некоторые философские проблемы остаются неразрешенными. Возьмем проблему свободы воли. Эта проблема обсуждалась еще при Аристотеле в 350 году до нашей эры. Святой Августин и Фома Аквинский тоже размышляли, как мы можем быть свободными, если Бог заранее знает, что мы сделаем. Сегодня мы знаем, что мир живет по фундаментальным физическим законам. Эти законы управляют поведением каждого объекта в мире. От того, что эти законы так надежны, они влекут за собой невероятные технические достижения. Но посмотрим на себя. Мы тоже физическая система. Сложное сочетание различных веществ, в основном состоим из воды. Наше поведение не является исключением из этих физических законов. Так что, Бог ли планирует все заранее и все знает, или физические законы правят всем? Для свободы остается немного. Может, вам хочется игнорировать вопрос свободы воли, сказать, это всего лишь исторический анекдот? Это вопрос без ответа. Забудем о нем. Но вопрос останется вопросом. Если вы подумаете об индивидуальности, то кто вы такой? Прежде всего зависит от свободных выборов, которые вы делаете, и ответственности, которую принимаете. Смотрите, как это происходит. Электрическая активность мозга. Нейроны вспыхивают, посылая сигнал нервной системе, которая передает его в мышечную ткань. Мышцы сжимаются, мы достаем до руки. Это похоже на свободный выбор. Но каждый этап этого процесса управляется физическими законами, химическими и так далее. Похоже, что Великий Взрыв определил основные условия, и дальнейшая человеческая история — это реакция субатомных частиц на основные физические законы. Мы думаем, мы особенные, у нас есть достоинство, но вера эта умирает. Ее уничтожает эта картина. Вы можете сказать, а как же квантовая механика? Я знаю множество других современных теорий, совсем не похожих на эту. Это лишь предположение. Оно неубедительно. Это позволяет нам понять свободу воли. Но если вы будете концентрироваться на деталях, это не поможет, потому что поведение квантовых частиц беспорядочно. Их поведение абсурдно, непредсказуемо. Мы не видим связи с тем, что происходило раньше. Частицы действуют безо всякого принципа. Так что наша свобода — лишь вопрос случайности. А мы вращаемся в хаосе. Это еще хуже. Я предпочту быть шестеренкой в большой детерминистической физической машине, чем сосуществовать в хаосе. Мы не можем игнорировать проблему. Мы должны найти в своем мировоззрении место для индивидуальности. Не только тела, а индивидуальности. Мы решаем проблему свободы, находим место для выбора. Демон Лапласа кажется бредовой идеей в нашем представлении о времени, но на деле прошлого и будущего нет. Эти категории также даны нам нашим мозгом для упрощения понимания мира. Они нужны людям для объяснения того, что они знают, исходя из своих воспоминаний, и того, чего не знают, поскольку не пережили. Из-за разума и инстинкта самосохранения люди склонны искать связи и объяснения в вещах, которые не могут понять. Как говорилось в прошлых двух видео, делается это с целью иметь определенность, ибо неопределенность кажется опасной для жизни. Мозгу объяснения ничего не объясняющего мира дают смысл для какого-либо функционирования. Эволюционно наш мозг сформировался склонным разделять целостность на отдельности, поскольку те существа, мозг которых не занимался таким разделением, попросту вымирали. Это чисто практическая функция мозга. Выделить хищника среди животных, выделить ядовитые ягоды среди съедобных, отделить от травы змею, ползающую по земле. Спустя миллионы лет узкого эволюционного отбора мозга человека мы пытаемся именно таким мозгом познать что-то абстрактное, не связанное с выживанием, потому что другого инструмента у нас нет. В свою очередь, демон Лапласа жил бы в настоящем, неделимая часть Вселенной, существующая везде и сразу. В каком-то смысле этот демон, если бы существовал, являлся бы частью всего сущего, всем и ничем. Более привычными словами это называют Богом. В такой формулировке Бог и есть все сущее, абсолют.
То есть, если и использовать слово «Бог», то лучше всего это слово описывает все. Отсюда и выражение «Бог живет в каждом». Если воспринимать Бога не с религиозной точки зрения, а как проявление абсолютно всех объектов и явлений, существующих в мире, Бог заточил самого себя в максимально ограниченную форму, в которой он может почувствовать себя живым. Поэтому и возникает дихотомия свободы воли и тотального детерминизма. Если сознание действительно является божественным проявлением, значит оно всемогущее. Однако в то же время сознание и восприятие возможны лишь из-за своей максимальной ограниченности и полного отсутствия контроля. Хоть у человека и есть крайне сильное ощущение того, что это именно он является инициатором своих желаний и действий, проблема в том, что мы не можем назвать это чем-то большим, чем ощущение. К примеру, существует эффект дежавю, что с французского языка переводится как «уже видел». Заключается он в том, что человек может периодически испытывать очень странное, мистическое чувство, что он уже проживал точь-в-точь похожее несколько секунд в своей жизни. Ссылаясь на дежавю, можно пытаться доказать, что человек проживает одну и ту же жизнь несколько раз. Однако мы понимаем, что это просто особенность психики, вводящая наш мозг в заблуждение, и не более того. Можно ли быть уверенным в том, что ощущение осознанности и власти над своими действиями не является такой же особенностью психики, которая не доказывает ничего, кроме самого наличия этой особенности? Гомо сапиенсу нужно убедить себя, что он может влиять на мир, давая всему имена и значения во имя выживания и размножения. Ведь неизвестность пугает и кажется опасной. Чтобы ее избежать, мы пытаемся категоризировать все вокруг себя, ограничивать мир в своем представлении, чтобы в дальнейшем его и воспринимать. Таким образом, человек воспринимает и сам себя. Восприятие и ощущение жизни создается как раз из-за ограниченности человеческого ума. В каком-то смысле сознание человека и есть весь остальной мир, просто временно сжатый в одну точку. То есть мы все являемся частью друг друга, и только с помощью общества все категоризируют друг друга, отчего и чувствуют, что сами существуют. Нельзя надеяться на случай. Но можно все изменить, если сделать иначе. Что произошло, то произошло. Это выражение веры в механике мира, а не оправдание безделия. Веры? Называй как хочешь. А ты как называешь? Реальность. Мне пора. Личность определяется средой, ибо ее появление было определено не ею самой. К примеру, расист становится расистом, потому что его окружение мыслит подобным образом, или это мировоззрение было привито ему с рождения. Личность вплоть до своей взрослой жизни особого контроля над собой и средой не имеет. И даже если мы говорим о том, что внутри личности существуют черты, которые способны переломить окружающую среду, как сила воли или стремление бороться с системой, мы забываем тот факт, что сама личность эти черты не создавала и не выбирала, ибо ей надо было бы иметь эти черты, чтобы их же создать, потому что в этом случае личность была бы изменяемой средой. Это рекурсия, самореференция. Черты личности были даны ей либо от рождения генами, либо от среды, в которой она проживала, над чем человек не мог иметь ни единого контроля. Мы и вовсе забываем тот факт, что рождение личности как таковой происходит в глубоком детстве и появляется на свет без нашего контроля. Личность дана нам миром как способ адаптации к этому самому окружающему миру. Негативизм 3 лет, когда ребенок говорит на все «нет», пытаясь таким образом утвердить свое место в мире. Желания и интенции, а не быть ведомой игрушкой. Личность создана протестом и рафинируется, пытаясь адаптировать свои желания под меры позволительного и допустимого. Со временем это переходит в бесконечную игру и погоню за тем, чтобы найти похвалу и одобрение внутреннего родителя. Перфекционизм. Ведь когда-то, когда наша личность заявила о себе, ее не приняли за просто так, а приняли за что-то, за хорошее поведение. Нам пришлось находить способы удовлетворять свои желания желаемым способом, либо пытаться удовлетворить инстанцию выше, которая будет готова исполнить наши желания взамен. То есть в детстве мы могли взять яблоко со стола просто так,
Уже в более осознанном возрасте нас ставят в социальные рамки, в которых мы уже не можем взять это яблоко. Теперь нам нужно быть выгодным и подходящим для социальных рамок, скрывать свою эгоцентричность, как говорилось в прошлом видео. Теперь нам нужно сказать «пожалуйста» и попросить, ибо только тогда мы получим желаемое яблоко. Это бесконечная торговля. Мы покупаем у людей расположение, чтобы они помогли добиться наших целей. Это цели того 3-летнего ребенка, что, пытаясь найти удовлетворение своих желаний, решил пойти против мира, но был не принят, и вынужден играть в хорошего мальчика, чтобы внешний мир смиловался над ним и так и дал ему то, что он хочет. И такой способ действия в окружающей среде сохраняется вплоть до взросления и дальше до самой смерти. Таким эгоцентричным способом мы зарабатываем уважение, славу и привилегии, создаем карьеру и отношения. То есть способы удовлетворить наших родителей, которые были нужны изначально для удовлетворения себя, повлияли на то, каким образом мы будем строить отношения с людьми. Возможно, травма, нанесенная родителями, заставляет ребенка думать, что в этом мире нужно постоянно без остановки работать и получать только высшие оценки. Эта интенция сохраняется вплоть до практически пожилого возраста. Она же является способом выживания и мотивирует человека к тому, чтобы достигать. Человек достигает славы и богатства, ведь им мотивирует не что иное, как способ выживания в мире, каким его научили в детстве. Личность достигает разного рода показателей статуса. Человек становится авторитетом или даже звездой, его признают. И тут возникает вопрос, в каком моменте здесь участвовала личность, или свободная воля личности выбирать за себя? Я хотел любви, потому что считал себя лучше всех. Большим человеком. Я ничто. Мы полагаем, что в основе личности как таковой, в самом определении личности лежит способность выбирать. Личность — это та, которая независимо от обстоятельств решила остаться человеком, личностью, не пасть ни духом, ни моралью, ни достоинством. Мы думаем, что мы выбрали быть чем-то, чем животное быть не может. Создается впечатление, что наш разум дает возможность выбирать и творить свою жизнь, а животное же может только играть по правилам. Таким образом, создается личность, которая достойна упоминания. Личность способна выбирать, всегда имеет выбор, но не всегда хочет выбирать достойный. Такую примесь мы предполагаем, когда говорим о личности, что превозмогла свои обстоятельства, вышла из бедности, из грязи в князи. Однако мы забываем, что сам разум дан нам миром, ведь без мира мы бы себе этот разум не дали. Проблема наших представлений о свободе воли заключается в том, что человек окружен средой, которая больше него, что означает, что он не может ее контролировать, что он часть системы. Чтобы контролировать систему, нужно выйти за ее рамки, быть над ней, видеть ее целиком, вне ее самой. Система может меняться, но система изнутри не может изменить саму себя. Так же и какая-то часть системы не может изменить всю систему. Что может шестеренка внутри часов, кроме как крутиться по заданной ей траектории? Разве что выйти из лада, но не переломить всю систему целиком. Общество предполагает, что, по-видимому, мы имеем свободу воли, потому что мы живем в хаосе неопределенности и тотальных вероятностей. Но, честно говоря, не внушает доверия. Ведь жить в мире хаоса означает, что мы так точно не имеем контроля и ни за что не отвечаем, а только лишь больше усугубляет тот факт, что мы меньше, чем свои обстоятельства, которые имеют вероятность измениться сильнее за нас самих, имеют вероятность тотально изменить человека и, конечно, убить. В таком случае хаос – все так же главенствующий фактор, который мы не способны взять под власть. И тут нам выбирать, где лучше жить – в тотальном хаосе или быть шестеренкой разумного организма. В последнем хотя бы предполагается цель и есть предсказуемость. Личность аналогична шестеренке, либо части хаоса. Она вкинута в мир, в котором ее создание даже не руководилось ею, а теперь она вынуждена еще и осознавать себя и бороться за свое выживание, чего она не просила. Желание борьбы за выживание дано ей инстинктами,
Ведь в детстве мы приспосабливаемся инстинктами, сознание еще не так развито, чтобы как-то управлять нашими действиями. Мы лишь имеем чувство властности и причастности к нашим действиям, но не имеем определенный контроль, как, например, чувство голода. Личность получает черты характера от рождения, от родителей. Темперамент, нервозность, экстравертность, интеллект, сознательность или доброжелательность. На эти черты характера сверху накладывается еще и воспитание и культурный код, в котором рождается личность, которые определяют и создают новые паттерны поведения и способы адаптироваться к происходящему. Воспитание, культуру и привычки характера личность тянет сквозь всю свою жизнь и преимущественно ими принимает свои решения в жизни. При этом эти вещи она не выбирала, но принимает решения именно ими. Она думает, что она создала это решение, но за ним стоит вся история создания личности окружающей средой. Хотя эта личность скажет, что самостоятельно принимала решения, но произнесенное это слово будет той, что прожила неимоверное количество опыта, которое определило ее принципы жизни, или же непонятная субстанция, что думает, что на нее не может влиять то, что она узнала в прошлом. Когда я рождаюсь, мир является мне. Теперь я осознаю мир. Он предстал передо мной. До представления передо мной мира я был просто существом, которое было частью мира, как и любое другое животное. Значит, я — это часть мира. Но когда мир явился мне, когда я осознал свое бытийствование и себя, мир оторвал меня от мира, или мир явился себе сам, миром. Рафинируя вышесказанное, мы получаем следующую последовательность. Я — это часть мира, то есть мир, частью которого я являюсь. Мир являет мне сознание. В детстве у меня появилось сознание, которое не создано мною, а мир явил его во мне. Для меня оно появилось из ниоткуда. Я осознаю мир сознанием. Сознание помогает мне понимать мир и понимать, что я живу. Мир явил мне сознание, с помощью которого я осознаю мир. Понимание, что я живу, приходит мне с помощью сознания. Сознание же явило мне мир. Мир явил мне через сознание меня. Мир явил миру себя. Я — это часть мира. Мир явил мне через сознание меня. Поскольку я часть мира, это ли не значит, что мир явил себя через свое сознание? Выходит парадокс. Личность появляется из ниоткуда, уходит в никуда. Мир создал ее. Она появилась непонятным образом. Мир стал населен, но при этом населен самим же собой, для осознания самого же себя. Личность клеймит, что имеет власть над миром и волю, что буквально означает следующее. Мир владеет миром, и мир может делать с миром, что мир захочет, чтобы изменить мир. Это парадокс. Во время взросления можно заметить, как ребенок идентифицирует себя с супергероями, пытаясь имитировать его черты характера, быть похожим на них. Впрочем, все так же, только еще более фундаментальное с родителями, как мальчики пытаются быть похожими на своего крутого отца. Для чего ребенок это делает? Он ищет свое место в мире, дабы приспособиться. Личность должна быть полезной, привлекать внимание людей. Мы ходим по миру и ищем кумиров и примеров для подражания, у которых учимся, перебираем на себя черты характера и обретаем свою личность. Вокруг нас много людей, с которыми мы провели много времени, прошли много разного, научились друг с другом контактировать, выучили друг друга и перебрали черты, дабы проще было контактировать. Отсюда и выражение 80% тебя — это твои ближайшие 5 людей. Опиши их, и я опишу тебя. Именно поэтому Юнг говорит, что идентификация, то есть обретение самости, это одиночество. Ведь ты ищешь ту часть себя, которая не продиктована никем. Большие города. Suppose you are God. Suppose you have all time, all eternity, and all power at your disposal.
what would you do? I believe you'd say to yourself after a while, man, get lost. It's like asking another question, which is, supposing you were given the power to dream any dream you wanted to dream every night. Naturally, you could dream any span of time. You could dream 75 years of time in one night, 100 years of time in one night, 1,000 years of time in one night. And it could be anything you wanted. You make up your mind before you went to sleep, tonight I'm going to dream of so-and-so. Well, naturally, you would start out by fulfilling all your wishes. You would have all the pleasures you could imagine, the most marvelous meals, the most entrancing love affairs, the most romantic journeys. You could listen to music such as no mortal has heard and see landscapes beyond our wildest dreams. And for several nights, oh, maybe for a whole month of nights, you would go on that way, having a wonderful time. But then after a while, you'd begin to think, well, I've seen quite a bit. Let's spice it up. Let's have a little adventure. And therefore, you would dream of yourself being threatened by all sorts of dangers. You would rescue princesses from dragons. You would perhaps engage in notable battles. You would be a hero. And then, as time went on, you would dare yourself to do more and more outrageous things. And at some point in the game, you would say, tonight, I am going to dream in such a way that I don't know that I'm dreaming. So that you would take the experience of the dream for complete reality. And what a shock when you woke up. And you really scare yourself. And then, on successive nights, you might dare yourself to experience the most extraordinary things just for the contrast when you woke up. You could, for example, dream yourself in situations of extreme poverty, disease, agony. You could, as it were, work on the vibration of suffering to its most intense point, and then suddenly, whoop, wake up and find it was after all nothing but a dream and everything perfectly okay. And you would say, wow, man, that was a gas. Well, how do you know that that's not what you're doing already? You, sitting there with all your problems, with all your whole complicated life situation, listening to me, it may just be the very dream you decided to get into. If you like it, crazy. If you don't like it, what fun it'll be when you wake up. Маленькое заявление. Я создал свой первый короткометражный фильм «Восход». Прямо сейчас вы можете видеть кадры оттуда. Приглашаю вас всех его посмотреть. Он выставлен на моем более официальном канале, где и дальше будут выходить будущие киноработы. Если вас интересует то, чем я занимаюсь кроме философских видео, то зову вас всех погрузиться в 40-минутные размышления. Спасибо. For the love of life, there's a trade-off.